Итак, мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро, с вами Вероника. Так, сегодня расклад у нас на тему, как прошли ваши ритуалы на новолуние затмения. Очень интересно мне, конечно, бы было просмотреть отдельно, что там по работе на кладбище, кто из вас работает, да? Но не знаю, позволит ли нам сегодня время. Так. Наверное, будем идти по потоку. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. Сегодня у нас все в пределах стандарта, привычного, так сказать. Никто никуда не перебегает из места на место из ловцов снов. Вот, так, я сегодня написала, не знаю, там еще сообщества как бы нет у меня на канале, но написала в сообщениях, вот, сейчас повторю это просто на видео, что я вам очень благодарна за ваши подписки, лайки, за ваши комментарии, за то, что вы мне пишете в личку, за ваше доверие, как я уже говорила ранее. Здесь я всегда буду повторяться, потому что, ну, для меня это основополагающее. Так, что еще? Да, в принципе, и все. Наверное, вы уже определились. А мы будем приступать к первому варианту. Ребят, и все же сразу не начну я с первого варианта. Короче говоря, глядите, по предварительному, во-первых, узнали о своих недоброжелателей вы. Какие-то вы получили известия, намеки на то, что кто как вам делает. Есть еще такой момент, по вот этой колоде показала мне. У кого-то приятная неожиданность, но будьте осторожны, возможно влияние, знаете, с какой целью? Притормозить вас в рабочих моментах. Кому-то очень не нравится, что вы набрали обороты и идете к своей цели. Так, теперь, надеюсь, все. И все же начали. А вот теперь мы приступаем к первому варианту. Голубые камушки, я вас приветствую. Итак, смотрим, что у вас там. Новолуние, затмение, как вообще ваша ритуалика прошла. Как прошли ритуалы? Так, заклинания читали. Ну, глядите, с местами силы, со своим родом, либо же с богами отлично поработали. Прям вам что-то радость доставило. То есть настроение как бы так приподнятое. Все хорошо. Через сны, возможно, уже на сегодняшний момент, так как у нас новолуние и затмение было 14, то есть 3 дня назад. То есть что-то вы уже для себя как бы почерпнули после того, как проритуалили. Это хорошо. Тут у вас освобождение, да, за пределами дома вы работали. У кого-то, возможно, даже книга теней есть, но это еще также показатель ваших знаний. Вот. Освободились вы. От чего освобождались? А закрывают. И все же, возможно, работа на кладбище была. Освобождаетесь от деструктива, от темной, от черной магии. Вот от черной. Черная для меня это та, которая влияет на волеизъявление людей. Есть темная магия, которая убирает всякую дребедень, и ее, конечно же, бояться не стоит. Ну, не знаю, лично я как-то не делю магию на белую, серую и серо-буро-коричневую. Вот. У меня как бы свое понимание этой магии. И
И давайте все-таки уточним, а что же еще? Вот прямо от этой карты идет род, что-то вам хочет сказать, либо место силы. Где вы там ходили, ребята, а? Прям вот радость, радость. Прям вот в потоке были, понимаете? Вы как будто вот ощутили, что это такое на вкус. Либо же, кто уже давно практикует, у вас прошло все гладко и замечательно. Итак, как прошли? Вот не буду сегодня больше по картам доставать, хотя хочется. Вы здесь, в принципе, так, убирали какие-то закрытые свои дороги, тут у вас замкнутость была. Возможно, у кого-то в партнерстве не получалось, у кого-то там нормальные люди на вашем жизненном пути не встречались. Может, работа не получалась, да, там, или найти работу. В общем, любой аспект, в котором вы были как в заточении, вы это снимали. И знаете как, за счет того, что у вас все радостно прошло, вы сняли с себя всякие программы, которые работали на сломление вашей воли. Ну, вас подавить хотели, видимо, закрыть, да, а вот фиг вам. И с родом вы тут общались, что-то просили у рода. И вам пришло, или же придет, ребят. Но мне что-то кажется, уже пришло какое-то откровение по поводу того, что с вас что-то снято. Так, давайте-ка посмотрим теперь более детально, что вы сняли с себя. Ну и, наверное, давайте поглядим, что у вас теперь там открывается, да, после ритуалов. Так, что с себя сняли? Ну да, я же сказала, у вас здесь что-то было и с деньгами, возможно, не клеилось, и где-то вы были скованы, зажаты. Не слишком на эмоции, да, там, ну, выходи, ну как, не то, что выходили, эмоции свои не дарили. И тут, знаете, как, нисколько не дарили от, ну, именно там людям вам окружающим, это само собой разумеющееся, вы там закрыты. Возможно, долго были закрыты. Вы здесь как по отношению ко всему пространству, знаете, недоверие, нежелание вот лишний раз там что-то рассказывать о себе, делиться, как-то все в себе зажимали. Вот. Да, смотрите, здесь хотели, чтобы вы, ну, может, кто-то кому-то и на пьянство, кстати, делали здесь. Вот, но здесь больше... Знаете, чтобы вы вот как были недовольны тем, что имеете. Да, вот тут даже на карте, вот вам предлагают что-то новое, а вы-то не, ну не хочу, вот это вы сняли. Это вы сняли, и, ну да, через программу вот сломления воли, да. Ой. Также еще знаете, что вам нужно больше движения, поездки, пешие прогулки в лес, не знаю, к воде, куда угодно, куда тянет. Вот прогулок, больше прогулок. Ну и здесь, что я вам скажу еще, здесь по поводу рода, вот вообще с первой карты, как мне пошло, по ощущениям, остальные колоды только подтвердили мне. Вы у рода просили, и род к вам вышел. Он очень рад вообще тому, что вы обратились к нему, либо же те места силы, ну, куда вы ходили, да.
с богами, либо же на кладбище, то здесь все классно и отлично. Вот что вы с себя сняли, вот, ну хорошо по итогу. И знаете, здесь получается как вот эти карты, да, вот эти мы сейчас не берем. Здесь все как бы классно. Здесь вот итог хорошо. Из 6 карт 4 не слишком хорошие, но здесь за счет вашего самонастроя вы выровняли это все, понимаете? Здесь не просто вау, ритуал сработал, хрен там, здесь ваш настрой сработал. Да, ритуал помог, ритуал оказался всего лишь средством, понимаете? Но основная магия шла от вашего внутреннего решения, от вашего внутреннего напора. Так, ну что делали, что вы сняли, мы уже разобрались. И теперь давайте поглядим, что у вас там впереди ожидает. Ребят, смотрите, у некоторых еще, кстати, была бессонница, и здесь вот нежелание радоваться было, понимаете? Вот что еще снимали вы. Вот нежелание радоваться, и вы как поехали, сделали, и такие, блин, а что со мной было-то, да? А может, хватит уже? А надоело? Что-то радости хочется мне. Вы как наполнились. Так. Что вас ожидает? Да, докуда вас смотрим? Давайте, докуда я обычно проглядываю. Да, события. Йоль не трогаю. Йоль вообще отдельно. Там будут у меня расклады после него. Ну, давайте общую картину посмотрим, потому что, ну как, я в потоках энергии вижу, что Йоль будет переломным, понимаете? Но там же будет как бы и выбор у вас, да, туда или сюда как бы двигаться. Поэтому давайте в общих чертах до Нового года, в принципе, здесь и немного, но и немало дней осталось. Там полнолуние 30-го, 31-го. Газ, квас, кирогаз у всех будет. Вот. Итак, что вас ожидает? Давайте, это уже как бы не важно, те карты. Король кубков. Возможно, это также ваша эмоциональность. Туз кубков. Десятка жезлов. Девочки, ну, в самом элементарном сочетании это какой-то паренек к вам с любовью, но с какими-то, знаете, вот что-то будет не все в порядке, не все гладко, да. Либо же это человек из прошлого, и вам тяжело вообще с ним будет общаться. Либо это же человек, который... к примеру, да, новый знакомый рьяно пойдет брать вас в обороты, а для вас это будет тяжело. Понимаете, вы еще, тут вы только, ну, распробовали радость, да, не успели чуть насладиться, и как бы человек, вот что-то тяжесть. Давайте сейчас я посмотрю, а что тяжесть там. Ну, потому что вы верховная жрица и королева мечей, вы понимаете, вы практик, но человек, который рубит вам слишком, понимаете, резкие смены декораций, да, эмоциональных, и вы такие, бля, я не готова, короче. Вот что-то как-то внутреннее, понимаете, такое не недовольство, нет, вы вот перестроиться тяжело. Вот давайте сейчас десятку жезлов эту я хочу рассмотреть. Как-то странно, понимаете, так идет, глядите, здесь еще может какой-то быть эмоциональный прессинг от короля, да? Какое-то подавление вас. Видимо, может активироваться после ваших ритуалов. То есть, смотрите, это событие, эта ситуация в любом случае вам
на что-то намекает. Рассмотрите этого человека поподробнее. Он ментально на вас давит. Возможно, по менталу работает по отношению к вам. Вы откровения получите. Вы получите какие-то откровения, возможно, во сне, либо же при медитации об этой десятке жезлов, о том, что вам где-то что-то неуютно, не нравится, некомфортно, возможно, по отношению к вашему партнеру, вам покажут, в чем дело. Девочки, мальчики, я буду откровенна, можете быть недовольны и негодовать, но поверьте, многие в этом году, а тем более после июля, после 21 и 22 декабря, наконец-то откроют свои глазки и поймут, что с ними далеко не те люди, которых вы заслуживаете. Эти люди вас не заслуживают, и это факт. В общем, как-то вот так вот по событиечке у вас, голубые камушки. В общем, руку на пульсе держим, если что, пишите. Кому интересно вообще узнать вот эти все моменты, обращайтесь, будем смотреть. Добра вам этого мира, ребят, пока-пока. Второй вариант. Белые камушки, я вас приветствую. Давайте-ка посмотрим, что у вас там. Как прошли ваши ритуалы. На новолуние затмение. Шестая чакра у вас была заблокирована, сняли, что-то вы через ясновидение увидели по поводу вашего будущего, вашей судьбы. Здесь на льёль выметутся какие-то ситуации с обманами, с клеветой в вашу сторону. По защитам у вас вообще все замечательно. Здесь как будто внутреннее освобождение от деструктивных родовых программ, ребят. Возможно, на вас вольт вообще делали в свое время. Плюс... Ну да ладно, эту тему я потом подниму. Так, защиты хороши у вас. Хороши от всего деструктивного, темного. Что, хорошо? А, вы пророк. Ага. Короче, делали на вас, били вас по физике, хотели снять, видать, ваши защиты, чтобы вы заболели. Кто болел, тот уже понимает, что выздоравливает, что это с вас уходит. Ну, деструктивная какая-то программа. Да, здесь хотели как бы людей на вас поднатравить, чтобы вы чужими проблемами занялись. Возможно, в последнее время, особенно после новолуния, вы заметили такую тенденцию, что у людей появилось желание вам подрассказать о своих проблемах. Вот. И вас это перегрузило. Слушайте, если вас это перегружает, уходите с радаров. То есть, из чувства там, ой, ну как же я откажу, надо выслушать, надо понять. Шлите все это подальше. Если чувствуете, что что-то не то, и вот, начинается вот такой поток от людей, ваше право как бы научиться пользоваться своими гаджетами, дабы не общаться с людьми и не давать, себе вот, на себя накидывать вот этот лишний вам ненужный груз. Так, смотрим, что вы там почистили. Да вы к победе идете, слушайте, здесь практики, да, здесь 5 пентаклей хотели вам сделать, чтобы вы не смогли, может быть, заболели, не смогли работать. И как-то, знаете, быстро вот люди или много событий начало происходить специально, дабы вас сбить с колеи, да? Но нет. Защиты стоят, все классно.
Это то, что вы счистили. Слушайте, ну здесь сделали вам на то, чтобы вы, короче, потеряли свой статус и потеряли деньги. Короче, кому-то не нравится, да, что и вы набрали обороты, что вы лопатите. Очень кому-то хотелось, чтобы вы потеряли деньги, чтобы у вас были убытки. И быстро это делали. Быстро, короче, психанули, видать, под психами, под эмоциями нахеровертили, били по здоровью. Ну, вот это вот вы с себя сняли. Итак, что же вы открыли? Что у вас там идет? Так, тройка мечей. Тройка пентаклей. Четверка жезлов. Смотрите, как интересно, ребят, второй вариант. Короче, да, били вам по рабочим моментам. Ага, да-да-да, возможно, мужчина, ну, там, демонов всяких, короче, бесов призывали. Короче, тут смотрите как, если вы где-то, ну, потеряли, возможно, контракт, да, какой-то, ну, планировали, готовили, сорвался, короче, то у вас тут сразу идет заключение следующего. И смотрите, со временем по-любому узнаете, что вот эти ваши недоброжелатели, они сделали вам только лучше. Вот этот контракт вам был, видимо, не нужен. Возможно, вам казалось, что все идеально, но что-то там было не так. Поэтому тут заключение нового контракта идет, поэтому второй вариант. У вас все классно. То есть где-то убыло, где-то прибыло, вы в балансе, вы как бы... Просто глядите, если будет ситуация с потерей какого-то контракта, не переживайте. Вот так вот скажу вам. Все у вас как бы, ну, тут же за ним последует новый контракт. К этому и стоит готовиться. Так, ребятки, благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, лайки. Делитесь вашими впечатлениями. И желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока. Итак, зеленые камушки, я вас приветствую теперь. Смотрим, как у вас, что у вас происходит после новолуния и затмения, как прошли ваши ритуалы. О чем вообще у вас там? Конфликтные ситуации выметаются, вам тотемов дают, вам дают фамильяров, но будьте осторожны, есть. У вас есть все ключи к тому, чтобы узнать истину о каких-то ситуациях и событиях. Здесь еще есть влияние Апоя Акорма, здесь общество нужно чистить вокруг себя. Вызывают вас якобы на дуэль, понимаете? Хотят все равно вас прогнуть. Либо если работали, то с водой. Работа с водой. Возможно, вам нужно как-то вот воду в подношение принести, либо с водой поработать еще. Здесь что-то есть, какой-то вот не недодел, а знаете как, чего-то добавить надо. Да, тут конфликт с каким-то лжецом у вас. Он вашу защиту закрывает, ребят, через подселенцев, да, действует. Тут именно так. Третий вариант, вам еще нужно и чиститься, и еще работать, потому что здесь по высшему суду. Тут как будто и треугольники есть, и ваши разочарования. Слушайте, здесь... Хорошо, власть. Я поняла, на вас хотят власть над вами иметь, поэтому атакуют, возможно, в треугольники засунуть хотят. И это по высшему суду. Вы должны пройти эту ситуацию и понять, что нужно себя уважать. И на определенные вещи вообще никогда кардинальным образом не соглашаться. Здесь ваша защита, ну... Сейчас, секунду.
Хотят вашу защиту снять, убрать, понимаете? Вообще ее, ну, снести хотят, потому что здесь что-то связано с любовью, кто-то хочет над вами власть иметь и работает по полной программе, хочет вас, ну, через конфликты, разбалансировку сделать, чтобы вы на выборе стояли, понимаете? Не двигались туда, куда вам надо, не по своему пути, а, ну, короче, хотят свою волю насадить на вашу, ну, вашу судьбу. Возможность поездок вам перекрывали, возможность движения, работы с силами перекрывали, к вашему дару. Ну что, здесь треугольники, здесь разбитое сердце, ребят. Хотела бы я сказать, что вы это сняли. Здесь идет, да, что вы снимали, но нужно еще. Нужно еще. То есть еще, знаете, не вся гадость, короче говоря, снята с вас. И плюс параллельно работают. Ну, магическая война у вас. Что здесь еще сказать? Магические войны. Вам нужно открывать себе дороги, обрубать каналы связи с этими людьми. Вот. И дальше по списку. И обязательно себя защищать. Давайте посмотрим, что у вас там до Нового года по событиям ожидает. Пятерка пентаклей. Но знаете, о чем это говорит? Возможно, вы прекратите общение и не пойдете на конфликт с определенной личностью. Ой, мать, честная. Короче, на финканал вам делают. Ой-ой-ой, третий вариант. Нет, задница. Задница, девочки, мальчики, здесь очень много программ. И чтобы вы были в самобичеваниях, и чтобы вы вечно что-то доказывали. На финансовый канал очень много чего накидано. Пожалуйста, подчищайте его. Подчищайте, обновляйте защиты. Все по новой, короче, делать надо. Потому что здесь очень много программ, подпрограмм, бесы, лярвы, всякая ерунда, чтобы безденежье у вас было. Чтобы вы знаете, вот как... И в самобичеваниях вы сидели, и с разбитым сердцем, и чтобы себя сами съедали. Не хотят, чтобы вы во все новое двигались. Ребята не хотят, как дороги, пути вам закрывают. Понимаете, чтобы вы на новое место жительства переехали, на новую работу. Понимаете, переехали в другую страну, в другие отношения ушли, начали новую жизнь. Не хотят. Поэтому здесь вам еще много нужно поработать. Поубирать себя и из восьмерки мечей выходить. Может, еще посидите, конечно, но... То, что вижу, о том и пою, ребят. Не выходите на лишние конфликты, не сливайте энергию. Вбросьте эту энергию в себя. И в свое будущее продвижение. Все в продвижение. Не цепляйтесь за старое, не висите в прошлом. Ну и по магии, как я уже вам сказала, что сделать. В принципе, вам все должно быть понятно. Вот так вот третий вариант для вас был расклад. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Оставляйте ваши впечатления. Ну и вообще делитесь тем, чем желаете поделиться. А я желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока.